Зеленский на выступлении в Раде призвал легализовать марихуану. Давайте просто посмотрим его выступление. Всім нашим громадянам, українцям, українкам не довелось терпіти біль, стрес та травми війни. Зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. На что хотелось бы мне обратить внимание, то что тему легализации медицинского каннабиса протаскивали в Раду со времен появления экс-гражданки США Ульяны Супрун, назначенной на должность главы Минздрава Украины. В Украине тогда появлялась даже петиция о расследовании и привлечении к ответственности бывшего министра здравоохранения. Вот как вы оцениваете ее консультации и будет ли полезен каннабис украинцам? Ну, каждому свое. Давайте с самого начала. Судя по аплодисментам в Раде и по фразе президента, это как раз те люди, которые в Раде аплодирующие, которые очень нуждаются в применении лекарств на основе каннабиса. Хотя, судя по не аплодисментам, а лицам, там в основном уже более тяжелое что-то идет давно в ходу. В кулуарах распространяется. Я не медик и не готов с вами дискутировать по поводу пользы или не пользы каннабиса. Я много читал о том, такой точки зрения, что это полезная вещь, используемая по назначению доктора в медицинских целях. Мы как-то когда-то давно с вами эту тему вскользь обсуждали. Я вам говорил о том, что как прокурор я помню условно из 100 убийств, которые были у меня либо в производстве, либо в гособвинении, 95 или 96 там совершались под воздействием алкоголя, и только 1 или 2 там под воздействием наркотиков. Я не хочу сейчас полемизировать, повторюсь, я говорю то, что знаю из своей практики. Я знаю, что алкоголь точно вызывает у людей агрессию, и потом уже человек хватается за голову, но поздно, да, уже преступление совершено. Что касается так называемых легких наркотиков, а каннабис относят вроде бы к легким наркотикам, то я вам сказал свою статистику. Более того, повторюсь, я читал о том, что некоторые врачи считают, что он на самом деле помогает организмам каким-то в борьбе со свободными радикалами там, и так далее. Я не знаю, так это или не так. Это 2. 3. Есть замечательное интервью или спарринг-интервью есть меценат в Киеве, бизнесмен Гарик Карагодский. И вот он беседует с Черняком. Черняк – это украинский бизнесмен, собственник водочной компании, которая производит Хортицу водку. И Черняк его пытается зацепить, Карагодского, говорит, типа, Гарик, а ты употреблял там или употребляешь? Он говорит, да, траву курил или курю. Но это же наркотик. Он говорит, ну, во-первых, я употребляю сам. Никого им не пичкаю. Во-вторых, он говорит, а водка – это ведь тоже наркотик. Алкоголь – это наркотик. Тот только что-то попробовал возразить, а Гарик Карагодский говорит, так давай поднимем сейчас вот Википедию или там любую другую энциклопедию. Там будет написано, что алкоголь – это наркота. Почему наркота в одном смысле, в разливном, так сказать, продается, а иного толка запрещена? Вопрос? Ну, это я из интервью привожу цитаты. И третье, о чем он говорит. Он говорит Черняку, в отличие от меня, который употребляет, если употребляет траву сам, ты торгуешь наркотиками. Ты производишь их и торгуешь по всему миру. На этом интервью скомкалось. Хихиканьями, хахаканьями. Но, в принципе, Карагодский загнал его в угол. Я вам привожу эту информацию просто как, знаете, ну, давайте взвешивать, повзвешиваем все эти вещи. Верю ли я в то, что президента сильно волнует состояние украинцев, и он поэтому хочет, чтобы наркоту легализовали? Нет, конечно, не верю. Равно как и в европейскости, связь с Европой от этого усилится, если не верю. То, что это выгоднейший бизнес, сомнений нет. Как говорят, коррупцию нельзя победить, ее надо возглавить. По-видимому, с наркотиками то же самое. Их нельзя победить, их лучше возглавить. Я приведу несколько примеров. Одним из лозунгов американцев, когда они заходили в Афганистан, была борьба с производством и распространением героина, когда они туда зашли. Когда они оттуда вышли, средства массовой информации писали о том, что производство и распространение героина из Афганистана увеличилось в 2 раза. Ну это так, чтобы понимать, что такое их борьба с героином. Как я читал, допустим, южноамериканскую прессу, те картели, которые дружат их там службами, прекрасно работают и поставляют необходимые кокс и прочее в Штаты.
У них есть собственные подлодки и так далее и тому подобное. Те, кто не дружит, те погибают. В Амстердаме трава легализована. Кто был в Амстердаме, знает, что такое кофешопы. Все туда заходили, для всех это как минимум интересно. Да? Ты заходишь, тебе продают каннабис. Государство снимает с этого сумасшедшую пенку. Людям свойственны те или иные пороки. Допустим, питье, курение, секс, наркотики. По-видимому, есть у кого-то мнение, что лучше эту тему возглавить, чем отдавать ее на откуп преступному миру и тем подразделениям полиции и службы безопасности, которые по долгу службы курируют направление распространения наркотиков. Поэтому с точки зрения доходов бюджета, наверное, это будет, в общем-то, выгодно для бюджета. С точки зрения, повторюсь, его переживания о том, чтобы там украинцы легче себя чувствовали с коноплей, я сомневаюсь в этом. Ваша попытка привязать это еще к времени Супрун справедлива. Вы абсолютно правы, что тогда началось во всеуслышание пропихивание темы легализации каннабиса, но тогда у Порошенко это, или там у тех, кто был вокруг Порошенко, это не получилось. А сегодня под шум войны получается все. И почему бы этим не пользоваться? Что касается этой дамы в целом, то я считаю, что это такая же агент влияния, как Ереська. У Ереськи была задача загнать Украину максимально в долговую яму, у нее это получилось, разорить Украину. А задача этой была разломать, развалить доступную систему медицинской помощи. У нее тоже это получилось. Почему не представить себе, что тема легализации каннабиса точно так же была вписана в пункт задач? Поэтому, если подвести черту, я не нарколог. Мне сложно судить о том, какое отравление хуже и влечет за собой большее привыкание и последствия от водки или от каннабиса. Но, насколько я знаю, и то является наркотиком. Конечно, сегодня психологический надлом общества в целом и каждого из его индивидов настолько серьезен, так много людей пострадали от войны, от военных действий, потеряли близких или что-то свое, что посыпать этот надлом или срез, как хотите его назовите, раны эти, наркотиками в том числе, очень удачное время. И здесь можно посмотреть именно с точки зрения ничего личного, просто бизнес. Ни для кого не секрет, что лидеры по производству медицинского каннабиса – это Канада и США. Вот как я хочу понять, как это будет выглядеть? Это будет Украина как новый рынок сбыта или гуманитарная помощь? Или в Украине будут выращивать плантации и делать из него... Я не скажу вам, Наташа, в Украине выращивают коноплю. Я это застал еще будучи на службе в прокуратуре, милиция где боролась, где не боролась. По-всякому в разных местах и регионах бывает и бывало. В Украине выращивают коноплю и потом из нее делают необходимую траву, так сказать. Что касается того, как будет, не могу вам ответить. Очень вероятно, что за океан смотрит на нас в этом смысле как на рынок сбыта. Как ни крути, сегодня в Украине осталось 20 с хвостиком миллионов человек. Они есть, они живут. Повторюсь, среди них многие потрясены, мягко говоря, и психологически сломлены или надломлены происходящим. Это понимаемая ситуация. И повторюсь, так думают дельцы, почему бы это не удобрить каннабисом, например. Водкой, каннабисом. Я не могу вам, знаете, со стопроцентной уверенностью в этом эфире говорить о том, курить или не курить, пить или не пить. Я видел разное. Я видел людей, которые уходили в небытие под этим делом. А видел людей, которых это дело спасало в дикой ситуации. И они потом выживали, и жили, и здравствовали, и все в порядке. Всякое бывает. Я не знаю. Здесь каждый будет себе выбирать.